Всем привет, добро пожаловать! В этом видео хочу показать вам свою подборку ароматов на холодное время года. Те парфюмы, которые я буду носить зимой. Во второй части я хочу рассказать вам о тех интересных событиях, которые происходят в парфюмерном мире Южной Кореи. Да, я поясню, почему именно там. Для вашего удобства, как обычно, поставлю тайм-коды, поэтому поехали! Первый аромат в подборке я купила в бутике Нишане в Стамбуле. Я туда шла за ароматом Credo, я делала на него обзор, или за Zenne. Но когда я туда зашла и консультант дал мне понюхать вот этот вот аромат, я просто сразу им очаровалась. И я удивилась, почему я раньше о нем не знала. Дело в том, что у нас в Золотом Яблоке он стоял, но тестер либо всегда был пустой, либо его просто не было в наличии. И когда я его понюхала, я такая, боже мой, что это за красота такая? Это аромат, который называется 100 Silent Waves. Вот так он выглядит в коробке. Давайте откроем, посмотрим. Вот она, роскошь роскошная. Красный цвет, люблю красный цвет. У меня 50 миллилитров, экстракт де парфам. Стоит он в районе 3500 лир. Я подпишу, сколько это будет стоить в другой валюте. Что удивительно, на сайте у Нишане цены отличаются, причем в большую степень это меня ввело в некое заблуждение. Порядок цен идет вот такой примерно 2 950-3 500 за 50 миллилитров. У них также сейчас появилась новая коллекция свечей для дома и диффузоров. Она посвящена разным странам. Это очень красивая такая история про то, что вы можете перемещаться в разные страны, и каждая страна, имеет такой какой-то свой главный яркий аромат. И вот они вот эту красивую такую международную идею реализовали. Сам аромат очень сладкий, очень фруктовый и очень стойкий. У меня вообще есть их аромат Они, это ванильно-специевый такой парфюм. Вот здесь это тоже ваниль, и здесь тубероза. Я очень хотела, чтобы у меня был в коллекции парфюм с туберозой, но я знала, что она сложная такая, капризная нота, не всегда она красиво раскрывается, но здесь она еще пахнет очень так в содружестве, я бы сказала, с персиком. Я люблю персики, то есть я смотрю на персики, да, персики смотрят на меня, и у нас все хорошо. Я вообще люблю ноты фруктов, сезонных фруктов, абрикосов, айвы, сливы, персиков и так далее. То есть мои какие-то гастрономические предпочтения, они сказываются на том, что мне нравится в парфюмерии. Аромат очень шлейфовый. То есть я им сделала буквально 2 пшика, все, мне через какое-то время сказали, что пахнет вся квартира. Несколько людей из моего окружения тут же подошли и спросили, что это за аромат, дай поносить. Вот стандартная такая история у меня. Вот. Аромат обращает на себя внимание. Я потом еще посмотрела отзывы. Многие люди говорят, что да, он супер шлейфовый, что им надо очень аккуратно пользоваться. Были какие-то комментарии, что он вообще не шлейфовый. Не знаю, у меня он прям пахнет очень ярко, очень сладко, очень фруктово, и это такой вот особый тип ароматов, который собой, что называется, заполняет все. Вообще на подобные ароматы с такими композициями я часто слышала, что это такие очень примитивные вроде как ароматы, что это не ниша, и это часто говорят люди, которые считают красивыми ароматы, например, какой-нибудь жженой резины, запах бетона или там какое-то болото, и что вот это вот настоящая ниша. А вот эти все сладенькие ароматы, это вроде как моветон и отсутствие вкуса. Я не знаю, а кто определяет, у кого есть вкус, а у кого нет? Это что, какая-то их экспертность, профессиональный какой-то взгляд и насмотренность? Или это просто снобизм? Или, может быть, это какие-то личные предпочтения, которые сказываются на восприятии вот таких вот сложных, замысловатых ароматов, да, нестандартных, скажем так. Вот я не знаю, как вы думаете? Этот парфюм сравнивают с ароматом Black Opium. Мне Black Opium не очень нравится. Там есть у них версия Green. Вот Green мне нравится. Что-то общее есть, возможно, направленность. Мне он кажется ароматом под настроение. Он обращает на себя внимание, поэтому если вы хотите аромат, который обращает на себя внимание и любите сладко такие фруктовые ароматы с туберозой, то вот, это он. Следующий парфюм, который я решила носить зимой, называется Nectarine Blossom and Honey от бренда Jo Malone. Вот он такой вот, небольшой.
Это вторая моя попытка поносить этот парфюм. В теплое время года он мне не понравился, поэтому я решила дать ему второй шанс. Знаете, вот есть такое убеждение, что ну, глядишь, во второй раз-то и получится. Так вот, здесь, конечно, похожая история. Здесь тоже нектарин, но он здесь заявлен в названии. Сам аромат, он такой зеленый в начале. Что значит зеленый? Он такой свежий. Не могу сказать, что он пахнет прям листьями салата, но какой-то вот такой зеленый букет, когда дарят, например, когда в букете минимальное количество цветов, но очень много зелени. Вот так он начинается, и сразу идет персик, который мне, как я уже и говорила, очень нравится. Но в этом парфюме есть один нюанс. У него есть вот такая вот нота пластмассы. Вот кто помнит, как это говорится, тест на возраст. Был такой магазин «Мотель», и он продавал куклы Барби. Это было, по-моему, конец 90-х, начало 2000-х. И вот куклы Барби, они были такие плотненькие, такие прям сбитенькие. Эти куклы Барби, они пахли вот этой вот пластмассой. Хотя, казалось бы, детские игрушки не должны сильно пахнуть для детей. Но вот у них был вот этот вот пластмассовый такой вот флёр. Вот посмотрим. Мне просто стало интересно, как оно будет звучать именно в мороз, когда на улице минус. Потому что сам по себе аромат очень нежный, он тоже фруктово-цветочный, но если первый это прям очень такая громкая история, это прям концерт, то здесь это такой вот солист один поет. Но я заметила, что подобные парфюмы, они очень долго держатся на одежде. То есть с тела они достаточно быстро улетучиваются, их нужно обновлять, а вот на одежде они хорошо держатся. Ну, в общем, буду с ним экспериментировать, посмотрим. Если не разыграется он, что называется, как следует, тогда придется с ним проститься. Следующий парфюм – это аромат Hypnotic Poison от Dior. Ну, это классика. У меня в туалетной воде. Я приобретала его в аэропорту, в Duty Free. Он там был самой выгодной покупки, даже там было дешевле, чем на рандеву. Я очень удивилась этому факту. Если заранее купить было евро, я покупала, как я говорила, их в Сбере, соответственно, ими и расплачивалась. И это получалось максимально выгодно в переводе на рубли. По поводу этого аромата. Я пропустила все в том плане, что я искренне не понимала, почему все так им восхищаются. То есть мне он казался слишком сложным, непонятным каким-то, да, слишком тяжелым таким. Я не понимала его красоты. Но пару месяцев назад я вот стала вокруг него ходить. Что-то я один раз понюхала его, второй раз, третий. Думаю, вроде что-то есть. Сам аромат. Ну, наверное, нет человека, который не снял бы обзор на этот аромат. Это ваниль, очень такая сухая. Это тубероза, которую я наконец-то слышу, отличаю. И для меня это в первую очередь миндальный горький пирог. Вот прям так пахнет еще миндальная мука, когда ее вот только-только, например, с сахаром перетерли или с маслом. Он очень густой, очень сливочный, очень обволакивающий аромат. Я считаю, что вот такое мое предположение, да, что если он у вас есть, мне кажется, что это потрясающий аромат на вечерние новогодние мероприятия. Да, может быть, кто-то придет в похожем аромате, но там какое-то огромное количество фланкеров, огромное количество вариаций именно этого аромата, тем более, что вы можете его, например, смешать с каким-то спреем, хотя нет, не надо его ни с кем мешать вообще, он сам по себе прекрасен, под какое-то бархатное платье, под вечернее платье, да на сам Новый год, и, может быть, просто куда-то вечером выйти на прогулку. Я не жалею, что я ранее его не приобрела, потому что считаю, что вообще в жизни всему свое время. Это распространяется и не только на духи, в моем понимании мира. Вот я постепенно пришла к этому аромату. Это вот к моему вопросу о первом парфюме. Может быть, и я тоже пойму красоту бетона, да, запаха бетона. Вот. Но я очень рада, что у меня теперь есть такая красота. Поэтому я думаю, что Dior Poison как раз будет, наверное, тем ароматом, которым я буду пользоваться на новогодние всевозможные мероприятия. Следующий аромат называется Vain and Naive от Не Chanel. Мне дали его в подарок за покупку. У меня вот такой небольшой флакончик. Сам аромат. Он меня на самом деле очень удивил. Пульверизатор здесь, кстати, роскошный. Все лицо теперь пахнет. Значит,
этот аромат вначале стартует ярким малиновым мылом. Вот помните, раньше были очень популярны, они и сейчас есть, такие вот бруски мыла с очень ярко выраженным фруктовым или цветочным акцентом. Вот так он стартует. Но как только он, сейчас мы его, вот, но как только проходит секунд 30-40, вот этот малиновый яркий акцент исчезает, и появляется роза и пачули. Я очень неоднозначно отношусь к розе в парфюмерии, несмотря на то, что цветы розы, я букеты, кусты и так далее, я очень люблю, мне очень нравится, как они пахнут. В парфюмерии у меня все время с ней две проблемы. Первая, либо мне слишком кисло, либо слишком мрачно. Аромат по мере раскрытия, он так немножко буквально усложняется, то есть он как из маленького ребенка, да, превращается в такого взрослого человека. И, кстати, я бы сказала, что этот аромат, он унисекс, потому что для меня вообще здесь даже какие-то немножко кожаные ноты проскакивают. Хотя вот здесь я чувствую только вот пачули, потому что я знаю, как они пахнут, роза, но все, вот малины уже нет, малинка убежала. Этот парфюм я не стала бы брать вслепую никогда, потому что вот эта его легкая такая наивность и такой вот обманчивый малиновый флер очень превращается в такой глубокий, тяжелый, в хорошем смысле слова, аромат. В плане стойкости от руки вот пахнет он примерно, наверное, часа 3,5-4, а потом он уходит вот в такую вот кремовость небольшую и мыльность, вот. Я думаю, что это может быть неплохой подарок мужчине, который хочет попробовать что-то новое, может быть, он даже как-то избалован в плане всевозможных ароматов, да, поэтому вот When in Naive для меня вот так вот открылся. В этой части видео я бы хотела вам рассказать о том, что сейчас происходит с парфюмерией в Южной Корее. На этот обзор меня вдохновил разговор с ребятами из Южной Кореи, с которыми я случайно столкнулась в бутике Нишане в Стамбуле. Я очень удивилась, почему люди из Южной Кореи так активно что-то покупают в Нишане, там снимают какой-то блог или еще что-то. Дело в том, что у меня был стереотип о том, что в Южной Корее, ну, во-первых, не принято пользоваться яркими парфюмами, а все парфюмы Нишане очень яркие и громкие. Во-вторых, у них есть концепция про clean, fresh girl, то есть это такая вот чистая, свежая девушка, которая пахнет цветочками, свежие такие какие-то ароматы чистоты самые популярные. И поэтому там самыми такими топовыми парфюмами считаются бренды By Redo Blanche, конечно, это Le Labo, это Джо Малон, и их очень активно рекламируют местные звезды, да, то есть это всевозможные кей-поп, это актрисы, это певицы, это певцы, очень много из них участвует именно в рекламных кампаниях. Кстати, у нас, по-моему, вообще никто из звезд не рекламировал нишевую парфюмерию, кроме Кристины Орбакайте, по-моему, с ее ароматом в Терензе. И вообще актеры и певцы имеют огромное влияние на индустрию парфюмерии. Например, в одном из фильмов, так называемая дорама, главный герой дарит девушке духи White Mask от бренда Body Shop. Ну и все, на следующий день этого парфюма там буквально не было нигде, его скупили просто массово. Самый популярный бренд французский, там был Diptyque. Почему? Я вообще посмотрела повнимательнее на упаковку Diptyque, и если вы посмотрите, то в чем-то они похожи на корейский алфавит. Вот у меня почему-то стойкая совершенно ассоциация с ним. Вот если посмотреть любого парфюмерного блогера из Кореи, а я посмотрела их очень много, то у них Diptyque есть, ну, практически у каждого. То есть было бы странно, если бы его там не было. Я думаю, что это упирается еще и в то, что в целом люди из Азии очень так нежно относятся к всему французскому. Этот вот стереотип, да, про то, что китайцы, например, очень любят ездить во Францию, в Париж, что это мечта. Ну да, это такой устаревший стереотип, но на самом деле он вполне себе действенный, да. И такое вот комбо французское, да еще вот это вот изображение чем-то родное, похожее на алфавит, мне кажется, что Diptyque что-то знали. И вообще рынок нишевой парфюмерии там вырос примерно на 30%. И основными покупателями как раз являются молодые люди, то есть 20-30 лет, плюс пандемия еще, что все в масках, макияж не нанести, себя никак не выразить. То есть это какая-то такая новая возможность заявить о себе и показать свою личность. Собственно, поэтому это была одна из
причин, почему южные корейцы были в этом магазине, потому что им вот нравится, что Нишане заявляет там про личность, про то, что это возможность выразить себя и так далее. Но ситуация меняется. Туда сейчас пришли бренды Kilian, Amouage, парфюм де Марли. Это очень яркие, очень громкие ароматы. И что вы думаете? Южные корейцы стали активно их покупать. Вообще меняется весь взгляд и все отношение к парфюмерии просто потому, что туда пришли бренды, которые предлагают совершенно новый взгляд на парфюм. Это более замысловатые, более восточные, там, древесные, со специями ароматы, которые в корне вообще меняют вкусы южных корейцев. И Нишане стал одним из таких вот как раз брендов, который им очень понравился. Кстати, там есть такой интересный тренд, он заключается в том, что некоторые молодые южные кореянки, они в 25-23 года, они ведут себя как 14-15-летние девочки. Это конкретный тренд, и они носят определенную одежду, используют определенную лексику, и бренды поняли эту идею и стали под них делать определенные парфюмы и косметику. Ну, кстати, сами кореянки это высмеивают, то есть они так не жестко это делают, потому что они, в принципе, люди достаточно деликатные, дипломатичные, ну, в массе своей. Также там очень интересно то, что местные бренды, конечно же, почувствовали, что нишевые бренды их вытесняют, и стали активно тоже предлагать и делать всевозможные ароматы. Самыми такими популярными мне показались это бренд Тамбурин. Они изначально делали крем для рук и всевозможные средства по уходу за телом, но в какой-то момент они стали делать парфюмы, они стали популярны, они стали представляться в Sephora, а затем их купил LVMH. То есть, в общем-то, это говорит о очень серьезном коммерческом успехе. И второе, это Non-Fiction, тоже очень большой бренд с ароматами для дома, всевозможными уходом для тела. И у них тоже сейчас очень много ароматов, акцент идет на сандал, на мускус, ну, такие очень популярные направления. У нас эти ароматы еще не представлены, я нигде их не видела, но они есть, по-моему, на сайте Aroma.ru. Там написано, что их нет в наличии, ну, вроде как под заказ. Я думаю, что с таким бурным развитием было бы здорово и было бы интересно, если бы они к нам пришли. Ну, вот очередные мои такие самонадеянные парфюмерные прогнозы. Я буду активно следить за тем, что происходит и дальше в Южной Корее с их парфюмами. Эта тема мне показалась очень интересной. Если вам будет интересно, я сделаю еще про другую страну. Большое вам спасибо за просмотр и всего вам самого хорошего.